Доброго времени суток. С вами Таро Сила Рода. Сейчас слушала песню. Знаете, я очень люблю Юру Николаенко. Да, у него такие интересные стихи в песнях. Я не знаю, сам он пишет или нет, но некоторые строчки просто вот офигенские. Обязательно послушайте. Кому интересно, постараюсь не забыть выложить внизу название песни, да, и название группы. Так вот, там ни одна строчка просто вот в душу запала, знаете, как резонирует. Если выбираешь не твое, сердце стучит, но не поет. Давайте на эту тему посмотрим. Мне часто пишут: а что вы не пишете расклады такие вот, как у всех, простые, обычные, где просто надо вот разговаривать, там, допустим, не знаю, там, мысли вашего мужчины, там, да, не знаю, о чем он думал утром. Ну, вот не получаются такие расклады, это не мои темы. Меня смотрит определенная узкая аудитория очень хорошо мыслящих людей, девушек и мужчин, которые действительно пришли в эзотерику именно за ответами на свои вопросы, а не просто там: я сегодня люблю Петю, завтра Васю, или там сегодня я с Леной, завтра со Светой. Тут именно идея в чем? Мой канал создан для помощи тем, кто встретил необычную любовь, кто не смог найти к этой любви какое-то, ну как сказать, найти, почему вообще это произошло. То есть вот эта любовь, она произошла, почему вот именно так, да. То есть кто-то ходил к психологу, кто-то старался преодолеть это чувство, но оно не уходит, да. И тут мы обращаемся в эзотерику. Именно почему? Потому что вроде как у многих все хорошо, а любовь вот такая вот сложная, да. Очень мне нравится, как Вера Ведомира об этом как-то говорила, что не рассказывайте друзьям про свои чувства, не рассказывайте о том, как вы относитесь к этому мужчине или к этой женщине, потому что не всем дано познать такое чувство, да. Это не обман, это настоящая любовь. И часто люди вас уверяют, что вам надо найти другого или другую, да, потому что, ну, куда вам столько мучиться, зачем это нужно. Они не понимают, мы с вами понимаем, поэтому мы здесь сейчас смотрим этот расклад. Кто к нам пришел? У кого сердце поет? Ну, говорит, ну, тут про близнецовое пламена, конечно. Кто про что? Ну, давно не было расклада, понятно. Сразу начали с двойки чаш, то есть две половины пришли. Король пентаклей и девятка пентаклей. То есть мужчина, который, возможно, завязан какими-то обязательствами, может быть, закрывает какие-то гештальты по семье, да. И девятка пентаклей — женщина, которая ушла. Тут очень много переживаний, очень много эмоций, страданий даже, и выход в какие-то новые чувства. В какие? Третьи лица мешают. Ну, здесь абсолютное счастье, просто замедление. Смотрите, как девятка пентаклей стремительно бежит, король пентаклей стремительно лежит. Ну, а другие бывают пары? Знаете, как с Леонеллой часто переписываемся, у нас с ней такая шутка есть. Практически в течение дня очень часто одинаковые цифры. 15-15, 18-18, да, помощь ангелов. Мне, например, часто снится земля. Я копаю землю, я землю разбираю, я в земле что-то делаю, я нахожу какие-то новые вещи в земле. Это вот эти вот родовые проработки. Спрашиваете, вот сны, да, что снится во снах? Ну, вот такие вещи часто снится, да. Вот. Кто? Что дальше у нас? Дальше у нас любовь. Королева чаш познала всю тщетность бытия. Даже потеряла когда-то деньги, потом приобрела больше, чем деньги, да, какое-то знание, которое наполнило настолько королеву чаш, что дало ей возможность очень стремительного роста. Помните, я читаю карты в потоке, не знаю, говорила, нет. Бывает, в потоке забываю вообще, говорила. Бывает, смотрю свои расклады потом. Когда мне девочки какие-то вопросы пишут, думаю, так, надо посмотреть, что там в потоке наболтала. А у меня оп, там 2 раза. Все будет хорошо, я узнавала. Или я читаю карты в потоке, думаю, ну ладно, наверное, для кого-то это важно, там по 2-3 раза повторять.
Ну и что у нас тут? На королеву чаш рождение мечты. Эти лишения, которые у вас произошли, они произошли, потому что вы идете в императрицу. Метание страстей и рост, это идет для того, чтобы вы поняли свою мечту, чтобы вы проработались. Ой, 2 карты сразу. Потому что на это все ложится башня. Башня дает вам выбор, который вам вот прям рот подогнал для того, чтобы вы смогли свою любовь понять именно в правильном ключе. Потому что сейчас он закрыт. Почему? Потому что он жаден, потому что у него есть, возможно, какая-то замена, либо женщина, либо замена вам, да, либо работа, либо мама, либо прям вот женский коллектив, почему-то мне сейчас идет интересно, который полностью его закрывает от вас. А он, король жезлов, он там нужен, его энергия там нужна, он нужен там, потому что он мало того, что материально хорошо снабжает вот этот вот женский организм, который сейчас тут вышел, да. Во-вторых, он очень жадный, то есть у него наверняка есть какие-то накопления, да, про которые знает этот женский организм. Поэтому его никто никуда не отпускает. Ну, тут по верховной жрице он набирается сил, возможностей, потому что здесь мужчина очень много думает. Ну, род присылает ему мысли про его женщину, потому что, смотрите, при всем при том, что на женский, мешающий женский организм ложится 4 чаш. То есть тут какие-то и женщины это сейчас находятся в состоянии отлета. Говорю, даже самые одноклеточные женщины, они все-таки понимают, что здесь любовь закончилась, любви нету, но они продолжают цепляться за что-то. Материально именно как, ну, нету и нету. Поживу так, да, посмотрю, как будет. Ну, она, та женщина, которая ему нужна, да, видите, вот он прям показал ее, есть, говорит, а она холодная, она закрылась. И смотрите, он здесь получает очень хорошие знания. О чем? Ой, какие знания получает. Ой, какие. Ой, тут новый путь открывается. Ну, тут, смотрите, здесь надо проработать ему любовь, ревность и все переходы, которые его ожидают. То есть его ожидает большое количество переходов. Сейчас попью. Ой, переходов чувств. То есть он здесь будет испытывать вот эту гамму чувств, которую вы уже испытали. То есть ревность, боль, разочарование, стагнация, печаль, слезы, это он уже все прошел. Сейчас он будет именно материальные вот эти вещи прорабатывать. То есть я ее люблю, и надо перестать думать, сколько на нее надо потратить денег. Или чтобы думать более, ну, как чувствами, а не мозгами, да, сердцем думать. Тут надо прям вот понять, куда я должен пойти, чтобы ее получить. Да? Ну, тут буквально, там, не знаю, мужчина работает в цеху, а ему там предлагали начальником цеха быть. Да? Он отказался, потому что, ну, в ломан, это же сложно, это дополнительные нагрузки, это люди, за которых надо будет отвечать. Да, так он сам по себе, и он может за себя-то он, естественно, каждый отвечает, да. А в результате тут вот ему показывает, что, ну, чтобы получить эту женщину, ты должен подняться выше, да. Помните, что всегда женщина — это катализатор перемен. Это именно тот организм, который мужчине дает стимул меняться, двигаться, да. Тот, как бы мужчина сам про себя, как мне муж всегда говорит, не увидит, что он где-то неправ, где-то не красавец, да, там, где ему женщина именно это покажет, да, скажет: а знаешь, вот здесь вот, Петя, ты не прав, тут у тебя вот, а ты вот здесь вот зря так сказал. То есть мужчина начинает анализировать свое поведение, и, ну, естественно, ему же хочется быть лучше, чем он есть, да, даже если он в своей голове он красавчик, то ему хочется, чтобы он был для окружающих таким. А тут как бы получилось, что он не замечал, что его не все уважают, да, тут вот начинается изменение. Потом единственное, чего он больше всего боится, знаете, да, это всегда одна и та же схема. Человеческий фактор. Сейчас мужчина получит ваше повышение, начнет свой бизнес, откроет свое дело, я не знаю, пойдет по карьерной лестнице вверх, и те, кто раньше с ним дружили, все от него отвернутся. Ну, потому что это обычное дело. Просто вы идете вверх, вы меняете. Есть люди, которые поддержат, которые останутся, это старые друзья, которым пофиг на твое это. Главное, чтобы тебе было хорошо, да, у меня такая вот подруга есть, и
сколько лет, уже больше 15, мы дружим, и всегда всегда говорит: "Я так тебе завидую, что ты картины пишешь. Как же я тебе завидую". Я говорю: "А я вот завидую, что ты в своем доме живешь". Ну вот нравится мне, вот она живет, у нее там свой быт, своя считается своя прекрасная квартира на 20 там сколько-то соток, да, у нее еще на участке пруд, муж оставил, не стал закапывать, ну их там кусок леса просто им принадлежит. Очень и очень здорово этот. И там у них бывают птицы прилетают, плавают. Ну, класс вообще. Вот. Ну, такие вещи, да. Тут такие вот люди не отвернутся от него. А всякая шелупонь, которую он считал своими друзьями, там, да, конечно, будут и за спиной трещать, и удивляться вообще, что его взяли. Ну, это, как бы, к сожалению, такой человеческий фактор. Вот этого мужчина боится тоже. Здесь у него прям сердце разбивается, как он понимает, что он же давно знает, тут даже нет места высокомерия, он просто давно знает, что он лучше, да. Но сейчас идти на это вот изменение, да, ради женщины, его именно это и пугает, потому что хорошо, что он мои расклады не смотрит, да, иначе сказал бы: зачем вот ты это рассказываешь ей, она же об этом узнает, да". Вот, это про вас, конечно. Тут про что? Что он будет совсем закрываться. То есть он закроется совсем для того, чтобы по справедливости понять, что он делает не так. Да? Вот здесь вот он получит эту должность, а он получит эту должность, я вас уверяю. Это повышение, этот поход по карьерной лестнице, откроет свое дело. Просто он начнет терять, и он боится этого. Хотя, смотрите, потеряет он просто этих ненужных друзей. Ему надо будет проанализировать, продумать, как вообще это все сделать. Но тут по двойке жезлов он идет, он уже этот путь закрыл. Он знает, что впереди его ждет что-то новое, и идет он в десятку чаш. Ну ничего себе, класс. Идет, но не очень быстро. И ему на это дается шанс, на перемены, на то, что он действительно избавится от каких-то своих комплексов. Ну, все замечательно. Вот так вот. Интересно, да, расклад назвала про любовь. Ну вот, смотрите, на глубинном-то. Любовь любовная, это меня и толкает вперед, он говорит. Хоть и ревности полные штаны. Но тут скорость очень большая в любовь, смотрите, как классно. Движение началось. Да еще и по 15-му аркану. Видите, со всем своим скарбом пойдет к вам. Потому что он влюбленный король чаш. Ничего себе, вот так вот, да. Так что у него сердце, понимаете, выбор сделал, да, у него сердце там стучит, но не поет, а рядом с вами поет. Вот так. Какой у нас совет от карт. А совет от карт, как всегда, 8 пентаклей. Работа начата, работа идет. Работа по любви, по наполненности, по счастью. Что на глубинном открытый путь. Прям путь открытый. Ну, понятное дело, не обойдется без пятерки мечей. Это лестница в перемены, лестница в то, что вам надо испытать. Лестница в любовь. Нифига себе. Всех люблю, целую, обожаю. С вами была Таро Сила Рода. Все будет замечательно, все будет хорошо. Я узнавала. Пока.